Всем привет! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. Вы смотрите видеообзор нового электроскутера Citycoco Skyboard Chopper 3000 Pro 2020 года. Прямо сейчас вместе с вами подробно рассмотрим электробайк, проведем тест-драйв и испытания в городских условиях, замерим реальную скорость и дальность поездки, а также заглянем внутрь электрочоппера. Тащите вкусняшки и устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Обязательно подпишитесь на канал, если хотите первыми узнавать новости из мира электротранспорта. Удобная посадка известных мотоциклов Chopper. Экономит семейный бюджет и не требует постоянных расходов на техническое обслуживание. Не раздражает соседей и бережет ваши нервы. Кататься можно даже в деловом костюме. Быстросъемные батареи заряжаются в гараже или в квартире от домашней сети. Менее 20 рублей за 100 километров пути. И это по самому высокому тарифу Москвы. На российский рынок модель Chopper 3000 Pro выпускается в 5 цветовых решениях: зеленый хаки, красный, синий, коричневый и черный. Перед вами сейчас электрочоппер в коричневом цвете, полноценное транспортное средство для поездок по дорогам общего пользования. Электробайк оборудован всем необходимым. LED-фара ближнего и дальнего света. Сразу стоит отметить, что фара не из лучших, а информация по этому поводу уже передана производителю. Далее поворотники. Они же работают в режиме аварийки. Тумблер включения находится по правую ручку с внутренней стороны мотоциклетной вилки. С левой стороны руля под большим пальцем находится кнопка клаксона. Перейдем к правой стороне руля. Замок включения электроскутера. Тумблер переключения скоростных режимов с 1 по 3. Во время тест-драйва замерим каждый на максималку по отдельности. Далее рукоятка акселератора поворотного типа, отвечающая за старт поездки и регулирующая подачу мощности тока на электродвигатель. Принцип действия идентичен с бензиновыми собратьями. По обеим сторонам руля также присутствуют боковые зеркала. В принципе, здесь все сходства с бензиновым мототранспортом и заканчиваются. Забудьте про сцепление с левой стороны руля. Никаких движений ногами для переключения скоростей или задействования заднего тормоза здесь не требуется. Управляется проще, чем велосипедом, даже педали крутить не нужно. Включается электрочоппер двумя разными способами. Первый с ключа, при этом пока скутер стоит на подножке, он заблокирован. Убрали подножку, можно ехать. Второй вариант включения с брелка сигнализации. Дважды нажали на молнию, скутер включился и сразу готов к поездке. Подножка в этом случае роли не играет. Что касается противоугонной системы, она есть. Первая — шумная сирена в совокупности с блокировкой мотор-колеса. Второе — возможность блокировки руля. Третье и, пожалуй, самое важное — закрытое подключение питания. Просто так подойти, дернуть кабель с батарейки и отключить сигнализацию уже не получится. Нужен ключ, чтобы открыть отсек под сиденьем. И это еще не все. Электрочоппер Skyboard 3000 Pro всегда можно оснастить еще одной батареей с установкой в деке. Силовой кабель уже внутри, и дека также имеет ключевой доступ. То есть, если докупить второй аккум, то можно не только увеличить дальность поездки в 2 раза, но и усилить зону собственной безопасности электробайка. В качестве противоугонки хотелось бы отметить и еще одну вещь. Как ни странно, но это защитный чехол антидождь, который идет в комплекте. Да-да, представляю удивление мотоугонщика. Пока он снимает чехол, сигнализация уже срабатывает. Он готов ко всему, но вряд ли готов увидеть это. А двигатель где? А как включить? Что делать? Сигнализация-то продолжает орать. Скутер не катится, мотор-колесо заблокировано, и здесь нет внешнего замка. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Если каким-то чудом афера удалась, то воришку можно поймать по горячим следам. Каждая модель имеет ВИН-номер на раме.
Но уж если зашла речь о комплектации, озвучу ее полностью. Помимо чехла обнаруживаем штатный держатель телефона с USB-разъемом для подзарядки гаджета, встроенная Bluetooth-колонка, подсумок для ручной клади в стиле Harley-Davidson, 2 комплекта ключей, 1 пара для включения скутера, 1 пара, подходящая сразу к 3 замкам, блокировки руля, нижнего отсека деки и отсека под сиденьем водителя. Также на каждой связке по 1 брелку сигнализационной системы. Последнее в комплектации зарядное устройство на 4 ампера, действительно качественное, с воздушным охлаждением. Время зарядки с 0 до 100% составляет 5,5 часов. Я реально проверил и засекал по часам. Что касается центральной ЖК-панели, здесь все просто и понятно. Спидометр, индикатор включения фары и поворотников, вольтаж и секционный показатель уровня батареи. А теперь погнали на тест-драйв. Для начала замерим все 3 скоростных режима и сравним расхождение бортового компьютера по GPS, если таковое имеется. Мощность заднего мотор-колеса составляет 3000 Вт и по заявлению производителя способна разгонять электрочоппер до 61 км в час. Проверим это заявление на практике. Ну что, друзья, начнем тест-драйв. Сейчас самое главное замерить скорости, их режимы поездки максималки. 1, 2, 3. Вот они у нас здесь. 1, 2, 3. Значит, и заодно посмотрим расхождение, если по одометру и по GPS. Значит, сейчас здесь у нас 74 километра по одометру. Сейчас он переключится, станет на трип. На пробег с момента включения 0 километров. И все это также по GPS сравним. 0 километров на GPS. Погнали. Посмотрим, на что способен этот зверь. Первый режим. Максимальная скорость 22-23 км в час. Второй режим. Максимальная скорость 46-47 км в час. И третий режим. Максимальная скорость с нагрузкой почти 100 кг 56 км в час. Значит, 2,9 километра по GPS. И 2,9 километра по бортовому компьютеру. 61 км в час с моим весом для данной модели тяжеловато. Но дело, скорее всего, не в весе. Здесь установлен 60-вольтовый контроллер на 30 ампер. Он просто физически не способен передать с батареи необходимую мощность. Информация также передана производителю, вопрос уже решается. Хотя если мы говорим о городском электроскутере, лично мне и 50 километров вполне хватает. Во-первых, не выходит за рамки категории мопед. Во-вторых, не расходует сильно энергию. Что касается амортизаторов, спереди установлена мотоциклетная вилка, а сзади воздушно-масляные амортизаторы по типу маятника. Если к передней части вопросов не возникает, то под сиденьем не все так однозначно. Мне лично вполне комфортно с нагрузкой по 100 кг и выше. Амортизаторы отрабатывают на ура. Но если ваш вес 85 кг и меньше, то кататься по ухабам и выбоинам будет жестковато. И это при условии, что давление в бачках на нуле и регулируемые гайки на самом верху, то есть настроена самая высокая мягкость. Кстати, максимальная нагрузка заявлена аж до 240 кг включительно, а собственный вес всего 99 кг. Очень даже неплохой показатель, в котором не приходится сомневаться. Вот коротенький тест амортизатора с завода-производителя. 210 килограмм, ребят. 210. Вообще плохо. Прыгайте, прыгайте. Вот, видите. Все. Так, ну что, сейчас протестируем Ситикока наш чоппер. На поездку с 2 пассажирами поедем на Тверскую. Ольчик в шлеме у нас. Нормально, говорю, 39, он жмет в горку, 2 человека. Вообще монстр. Могла бы и краситься чуть-чуть. Слушай, ну да, он в горочку почти 40 километров вместе с нами 2 едет. Нормально? Напряга, да? Ну, он бы мог быстрее, если бы контроллер стоял посерьезнее чуть-чуть.
Но если поставить более серьезный контроль, но с другой стороны, он мало того, что выйдет за рамки мопеда, так он помимо этого еще и будет быстрее расходовать заряд батареи. Маневренность не сказать, что высокая, но для города вполне хватает. Конечно, длинная вилка не даст малого радиуса, но закладывается электробайк легко и стабильно держится в повороте за счет низкого центра тяжести даже на невысокой скорости. Устойчивость тоже приятная, руль не виляет из стороны в сторону, и здесь жирный плюс к безопасности райдера. К безопасности необходимо добавить и отличную работу гидравлической системы. Тормозные рукоятки на руле имеют следующее расположение. Слева задний тормоз, справа передний. Есть и встроенная электронная система торможения с задним мотор-колесом. При легком нажатии на любой из рычагов освобождается концевик и производится плавное рекуперативное торможение. Плюсом считаю и тормозные ручки, которые можно регулировать по размеру ладони райдера. Электроскутер Citycoco Skyboard Chopper 3000 Pro имеет в штатной комплектации 60-амперную литий-ионную батарею на 20 ампер-часов или 1200 ватт-часов. Это кому как удобнее. Дальность поездки, заявленная производителем, не до, а от 40 километров и дальше. Давайте посмотрим, какое расстояние удалось проехать мне и при каких нагрузках. Ну вот и все, друзья. Электроскутер Citycoco Skyboard Electro-Chopper на 3000 ватт сел. Значит, по GPS показываю 44,5 километров. Значит, он у меня уже успел выключиться. Сейчас я его включу. Я передернул аккумулятор. Перезапускаем, смотрим общий пробег. 114 километров. 50,8 вольт напряжение батареи. Значит, сейчас на экран я вам выведу итоговые показатели, сколько мне удалось проехать, при каких нагрузках, при какой температуре на улице, был ли встречный ветер и тому подобное. Все это сейчас у вас на экране. Что ж, неплохой аппарат, очень даже неплохой. Учитывая нагрузку, которую он испытывал, почти 100 килограмм на нем сидело, я считаю, что дальность поездки на 20-амперном аккумуляторе очень даже неплохая. Очень неплохая дальность поездки. Ну, в общем, классный аппарат, на самом деле, особенно именно по посадке. Прям я тащусь с этого. Посадка у него обалденная, очень удобно ездить. Такой прям вот именно комфортный транспорт для спокойного передвижения, никуда не торопясь, без всяких перегазовок, передергиваний и тому подобное. Модель прям отпад. Мне нравится. Я в восторге. Спасибо Skyboard за то, что дает мне под испытание такую технику. Реально получаю удовольствие при поездках. Ну что, друзья, значит, разобрал я электрочоппер. Основной батарейный отсек под сиденьем и отсек в деке. Что у нас здесь? Значит, основное сразу, что вижу, есть, конечно, щели, промежутки. Вот в данном моменте, куда может попадать влага из-под заднего колеса. Вот, и здесь в любом случае придется делать какую-никакую, но гидроизоляцию. По факту, это я сейчас разворотил, не обращайте внимания, что все перевернуто. Я сейчас вытаскивал контроллер оттуда, выдергивал. Он там приклеен, такой вот двухсторонний скотч, можно сказать. Значит, по поводу фишек, ну, где-то есть герметик, где-то его нет. То есть фишки желательно все загерметить хотя бы сделать так. Если не хотите делать полную гидроизоляцию, там скрывать контроллер, пролачивать платы и так далее. По факту здесь также есть водоотводные каналы, так сказать, то есть то, куда будет уходить вода, в 4 местах по всем углам. Все это есть.
так сказать, просверлены дырки. Это действительно правильно, чтобы она не скапливалась. Сейчас покажу еще одну. Где она там, 4-я, вот она. В общем, самое главное, это, конечно, промазывать основные узлы, где подходят провода, особенно минусовой, плюсовые провода. Вот в этих местах нужно обрабатывать все это герметиком. Этого будет, в принципе, достаточно для того, чтобы он не вышел из строя во время поездок под дождем. Тут даже не столько значительную роль играет летящие брызги из-под заднего колеса, сколько, в принципе, заходящая влага через швы сверху на деке, именно сверху крышки, она будет проходить. Так что все эти места, еще раз повторюсь, нужно герметизировать. Можете заказать, если не хотите заморачиваться, на уровне предпродажной подготовки в магазине, в который будете обращаться, либо в сервисном центре. Их полно, обслуживающих технику Skyboard на сегодняшний день и по всей России, и в Беларуси, и в Украине, где только нету. Вот, в общем, как это все было, сейчас попробую показать. Значит, что еще здесь у нас, помимо контроллера, такой мощный довольно-таки контроллер с охлаждающей поверхностью, так сказать. Дальше тумблер. То есть мало того, что стоит автоматический тумблер, так еще ручной, как я уже говорил, снизу на крышке, который включает питание, стоит сигнализация. Вот она, вот от нее антенка идет, вон она, вот она торчит. Вот, сигналка чувствительная достаточно. В общем, все это сейчас буду прятать назад. Стояло это вот в таком положении. Все это было убрано аккуратно. Я тут разворотил проводное гнездо. Что касается качества проводов, они довольно-таки хорошие, как указывает производитель. Все здесь по евростандарту, но действительно провода нормальные. Нет тут каких-то, знаете, бывает, открываешь электроскутер, а там все провода черные и непонятно, что куда подключено. Здесь нет, можно разобраться спокойно, куда подключены какие фишки. Вот эти штуки мне очень нравятся, такие силиконовые насадки на контроллере. Вот, конечно, здесь тоже не помешает герметик какой-то. Вот, и здесь вот колпачок интересный такой тоже. Вот, смотрите, здесь загермечено, то есть все входы, в принципе, они закрыты силиконом, как я понимаю. Да, здесь тоже. Не то чтобы прям полностью, но все-таки. В общем, что могу сказать по итогу? Брызги, какие-то капли летящие, под любым углом, в принципе, наверное, не страшны. И заводская влагозащита у него на уровне стандарта, ну, наверное, IP54. Вот, так что прям топить его или оставлять под ливнем не советую вообще никоим образом. Кататься в сухую погоду, если попали в легкий дождик, переживать не стоит. Но дополнительная гидроизоляция не помешает. Так что вот так. Таблицу технических характеристик и цену электрочоппера на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Подведем итоги. Электрочоппер Skyboard является полноценным транспортным средством для поездок в населенных пунктах. Подойдет не каждому, и оценить данный электробайк по достоинству смогут только истинные ценители королевской посадки. То чувство, когда ты наслаждаешься поездкой на все деньги. Данная модель привлекает внимание окружающих, так что будьте готовы к новым приятным знакомствам. А если докупить вторую батарею, то дальность поездки вполне можно увеличить минимум до 80 километров. Цена 20-амперного аккумулятора на сегодняшний день колеблется в районе 20 тысяч рублей. Не надо кричать, что это дорого. В первую очередь это плюс 40 километров пути. Для вашего удобства на экране вы видите магазины из разных городов России и даже за рубежом. Выбирайте ближайший и уточняйте возможность прохождения тест-драйва. Каждый надежный представитель имеет официальный сертификат дилера. С вами был Роман, испытатель электротранспорта, электроскутера Ситикока Skyboard Chopper 3000 Pro 2020 года. Подписывайтесь на канал, чтобы не превратиться в мимо-крокодила. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Я крокодил. До новых встреч на просторах Ютуба. Удобная посадка известных мотоциклов Chopper.
Экономит семейный бюджет и не требует постоянных расходов на техническое обслуживание. Не раздражает соседей и бережет ваши нервы. Кататься можно даже в деловом костюме. Быстросъемные батареи заряжаются в гараже или в квартире от домашней сети. Менее 20 рублей за 100 километров пути. И это по самому высокому тарифу Москвы.